Привет, друзья! Вы на канале Здесь Максис, и прямо сейчас начинается новая серия выпусков. И на этот раз мы оказались во Вьетнаме. И первое место, которое я вам покажу в этой первой серии, конечно же, будет всем известный город Nha Trang. Поехали! Теперь вы видели даже это. Все, я чувствую себя поросенком в грязи. Я поставил ставку на 2 гуся, на номер 2 и на номер 5. Это мои любимые номера и числа. Вода очень теплая, здесь, наверное, градусов под 30. Как вы знаете, мы не любим сидеть на месте. Все свои видео я по привычке начинаю с обзора отелей. Мы приехали в наш отель, думали изначально, что он будет маленький, но в нем оказалось аж 18 этажей. Сейчас я вам все покажу. Ну а сейчас я вам покажу сам номер. Отель достаточно хороший и дешевый, кстати. Ночь здесь сутки стоит 18 евро, что очень дешево, примерно как в Бали. Классический туалет-душ здесь. И вот такая сама комната. Достаточно просторная, с телевизором, со столиком и с прекрасным видом на город. Стекло в пол. Очень прикольно. А сейчас мы отправляемся сразу на 18 этаж, на котором находится бассейн. Вот так выглядит наш маленький такой бассейн на самой крыше отеля. Отсюда открывается прекрасный вид на город и на холмы, как вы можете видеть это. Мы остановились в отеле на где-то 2-й или 3-й даже это береговой линии, как вы можете видеть. Море находится буквально здесь 300 метров, а вокруг такие огромные небоскребы, здания. Все очень сильно застроено здесь. Настоящий город. Первое место, куда мы отправляемся, находясь в туристическом городе курортном, это, конечно же, пляж. Прогуливаясь по улочкам Nha Trang, сразу бросается в глаза очень крупный город, шумный, что-то общее, перемешанное между Анапой и, наверное, Паттайей, Таиландом. Очень шумно. Вот, кстати, дуриан продают, надо попробовать его, этот вонючий фрукт, который мы пробовали в Бали. Обязательно и тут его попробуем. Написано уже в отеле, запрещено его заносить, поэтому кушать надо будет только на улице. А сейчас мы подходим к пляжу, я вам все покажу, как он выглядит здесь. Мы подходим к главной дороге, через которую уже начинается пляж. И как вы, наверное, уже видели на видео, здесь пешеходов не пропускают, приходится переходить очень аккуратно и вас объезжают. Сейчас я вам покажу наглядно это. Вот здесь надо просто идти, и вас будут объезжать. Вот так переходится дорога во Вьетнаме. Теперь вы видели даже это. Вот так выглядит это прекрасное море, океан. Вода очень теплая, здесь, наверное, градусов под 30. Поэтому многие люди даже здесь купаются ночью. А попозже я вам сниму и сразу склею с этим куском видео, какая здесь обстановка ночью, когда уже село солнце. И мы сразу переместимся туда.
Ну а вот так, друзья, выглядит ночной пляж центральный на Чанга. Здесь все освещено. Для меня это самого удивительно, потому что я объездил уже много стран и очень редко где есть, что разрешают купаться так вечером, ночью. Да еще и все оборудовано хорошо. Все освещено, люди полно, еще людей купаются. Наверное, такое есть только в Дубае, там где-то в странах Латинской Америки. Если знаете такие страны, напишите, где есть такой оборудованный пляж с освещением. Мне будет самому интересно узнать. Итак, друзья, несколько слов о Начанге, для тех, кто с ним еще не знаком, как и я когда-то. Этот город находится на юге центрального Вьетнама, на побережье Южно-Китайского моря, а я всегда думал океана, и уже давно считается одним из главных курортов страны. Здесь идеально сочетаются длинные песчаные пляжи, современные отели и горы, которые буквально окружают город. Начанг – это город с богатой историей. Еще во времена древнего королевства Чампа здесь строили храмы. И один из них – башни Панагар, который мы отправимся смотреть чуть позже. Они до сих пор считаются одной из главных достопримечательностей. Сегодня же Начанг – это микс Азии и курорта. Вокруг небоскребы, большая набережная, рынки, кафе и бесконечный поток байков. Отдельный факт, который мне сразу бросился в глаза, это то, что город стал особенно популярным среди русскоязычных туристов. В какой-то момент Начанг даже назвали неофициальной русской столицей Вьетнама. И иногда здесь можно забыть, в какой стране ты находишься. Здесь много вывесок на русском языке, русские кафе, экскурсоводы и даже меню в кафешках. Пользоваться Google Translate здесь приходится очень редко. Но при этом Начанг не теряет своего азиатского характера. Уличная еда, шумные перекрестки, рынки, где кипит жизнь с самого утра. Посмотрите, с высоты дрона это особенно хорошо видно. Город живой, контрастный и очень разный. Начанг – это курорт, где пляжный отдых очень хорошо сочетается с городским движем. И дальше мы покажем, какой он на самом деле. Ну а сейчас мы прогуляемся по ночной набережной Начанга. Я вам все покажу. Здесь очень много людей сейчас ходит. Все развлекаются, гуляют. Толпы туристов. Да и не только туристов, местных тоже много. Сейчас сами все увидите. На улицах становится шумно и оживленно. Кафе, бары и рестораны работают до поздней ночи и предлагают кухню на любой вкус. От местной вьетнамской еды до европейских блюд и морепродуктов. Многие просто выходят прогуляться вдоль набережной, наслаждаясь теплым вечерним воздухом и видом на море. Одно из популярных мест, куда мы отправились в первый же вечер, это ночной рынок. Здесь можно купить сувениры, одежду, разные безделушки и попробовать уличную еду. Особенно привлекает внимание местное мороженое, которое готовят прямо на глазах у посетителей. Продавцы снимают процесс на видео и транслируют его в TikTok, общаясь со зрителями и зарабатывая на донатах. На площади у пляжа и возле башни Трам Хуонг всегда полно людей. Местные гуляют семьями, кто-то танцует, кто-то просто сидит и смотрит на море. Атмосфера, как будто праздник здесь не по расписанию, а каждый вечер. В общем и целом, скучать тут вечером вам точно не придется. Друзья, сегодня новый день, и как вы знаете, мы не любим сидеть на месте. Уже третий день нашего Вьетнаме, мы накупались, назагорались, и теперь пришло время разных визитов, погулять, посмотреть интересные места. Даша занималась полным планингом нашей поездки, и первое место, куда она нас сегодня привела, это катедральный собор католический, находится в самом центре Начанга. Он был построен когда французская колония здесь была. Французы построили его. Сейчас мы будем туда подниматься, смотреть. И ощутимся, наверное, я думаю, немного в Европе.
Проживая уже очень долгое время в Евросоюзе, лично меня этот храм ничем не зацепил. Таких полно в каждом европейском городе, и мне этот визит был совершенно неинтересен. После осмотра кафедрали мы решили пойти посмотреть какую-то пагоду известную. Кто не знает, пагода, если в двух словах, это просто буддийский храм, какое-то священное место. Сейчас мы, куда мы направляемся, там статуя Будды расположена большая. Сейчас мы туда подойдем, я буду снимать, рассказывать тоже. На дороге ужасно жарко. Градусов 35 сегодня, просто жара давит на бошку, надо постоянно пить воду, мазаться кремами, иначе можно тепловой удар заработать. Подошли мы к этому зданию, написано большими буквами Чуалонгсон. Вот такой вход, сейчас заходим, будем узнавать, что там. Нам продали такие благовония, сказали обязательно поставить их возле Будды, чтобы очистить свою душу и сердце. Вот сейчас мы проведем этот ритуал интересный, как типа свечки ставить в церкви. Следующей точкой нашей прогулки стала пагода Лонгшун, одно из самых известных духовных мест Начанга. Главная ее особенность – огромная белая статуя Будды, которую видно практически из разных районов города. Ее высота вместе с постаментом больше 20 метров, и она считается символом защиты и спокойствия для местных жителей. Чтобы подняться к статуе, нужно преодолеть почти 150 ступеней. Вначале звучит это не так страшно, но по вьетнамской жаре это превращается в настоящую спортивную тренировку. Зато по пути можно увидеть красивые детали храма и почувствовать более спокойную атмосферу, далекую от городского шума. Наверху открывается прекрасный вид на спальные районы Начанга. Отсюда хорошо видно, как живет город вне туристов. Обычные дома, обычные дворы и бесконечное движение байков. Это отличное место, чтобы немного передохнуть, перевести дыхание, помедитировать и посмотреть на Начанг совсем другой стороны. Как говорится в анекдоте, Будда как Будда, что его смотреть? Так что едем дальше. После посещения статуи Будды мы приехали в новую локацию. Такое достаточно живописное место. Здесь мы видим рыбацкие лодки, причал. Отсюда они, наверное, отправляются каждый день. Выходят в гавань на рыбалку. Ну а мы приехали смотреть башни исторические. Сейчас я вам их покажу. Мы приехали смотреть панагарские башни. Они были построены древним каким-то народом между 7 и 8 веком. Очень старые башни. Надеюсь, там будет очень интересно. Вход в это место стоит всего 30 тысяч донг. Это 1 евро. Очень дешево. Сущие копейки. Как я понял, здесь расположено несколько этих башен старинных. Северная, южная, западная, восточная. Чтобы зайти внутрь, нужно обязательно снимать обувь. Люди разуваются. Дальше дружной толпой мы отправились к Панагарским башням, одному из самых древних и значимых исторических мест Начанга. Эти храмы были построены между 7 и 9 веками народом чамов, которые когда-то правили этими землями задолго до появления современного Вьетнама. Весь этот исторический комплекс посвящен богине Панагар, покровительнице земли, воды и урожая. До сих пор сюда приходят не только туристы, но и местные жители, чтобы помолиться и попросить удачи. Интересный факт. Башни построены без использования цемента, кирпичи так плотно подогнаны друг к другу, что швы между ними практически не видно. И до сих пор остается загадкой, как именно чамы добивались такой технологии. С холма, на котором расположен комплекс, открывается красивый вид на реку Кай и окрестности города. Здесь особенно чувствуется контраст.
древние храмы и современный Начанг с его движением, небоскребами и застройкой. Один важный момент, друзья. Летать на дроне и снимать башни официально запрещено. Так что эти кадры – результат моей скрытой операции. В любой момент я мог лишиться своего дрона, поэтому съемка проходила максимально осторожно. Часть этих кадров, которые вы видите, мне пришлось снимать, прячась под мостом у реки, стараясь остаться незамеченным. Адреналина в этот момент было не меньше, чем впечатление от самого места. Посмотрели мы это духовное историческое место. Мне, кстати, понравилось, потому что когда я заходил внутрь вот этой башни, которой уже, получается, 1300 лет, там чувствуется такая энергетика сильная. И туда заходят местные молиться и так далее. Такие места мне нравятся очень сильно. И вам советую. Ну а мы, друзья, двигаемся дальше. С добрым утром, друзья! Наступил новый день, и сегодня мы отправляемся на острова соседние. Мы посетим сегодня два острова. Первый называется Monkey Island, второй Orchidea Island. Как вы сами поняли из названия, первый это остров обезьян. Надеюсь, там будет интересно так же, как это было на Бали, когда мы посещали Monkey Park в Убуде. И второй это какой-то там эко-остров с разными орхидеями, растениями и все в этом роде. Для того, чтобы поехать на эти острова, надо было встать рано. Сейчас 8 утра, я так не люблю рано вставать. 8 утра, потому что я люблю немного поспать. Но здесь обязательно встать нужно рано, чтобы поехать в порт, отправиться на пароме на эти острова, иначе будет слишком поздно и слишком жарко. И прямо сейчас мы отправляемся туда. Приехали мы в так называемый порт. От Начанга ехать сюда примерно полчаса на такси, мы добирались. Подошли вот этот офис продажи билетов. Нам продали билеты, чтобы сразу посетить эти два острова. Там можно по одному их посещать, но если берете два, как обычно, скидка на человека там вышла примерно что-то около 13-14 евро. Сказали, вот здесь теперь в очереди нам ждать отправления. Через 10 минут отправляется наш паромчик. И вот такой он выглядит очень опасно. Этот паромчик сразу отправит нас на первый наш остров. Первый остров, на который мы отправились, стал остров Орхидей. Так выглядит причал, к которому мы приплыли совсем недавно. И рядом здесь пляж, люди купаются. Как я понял, программа такая. Сначала прогуливаетесь по всему острову, а потом, когда уже хорошо вспотел, хорошо перегрелся, плаваешь в этой красивой воде. Следующей точкой нашего маршрута стал остров Орхидей. Небольшой остров недалеко от Начанга, который больше напоминает экопарк, чем обычную туристическую локацию. Сюда приезжают не за шумными развлечениями, а за природой, спокойствием и красивыми видами. Остров очень зеленый и ухоженный. Здесь проложены прогулочные дорожки, открываются живописные панорамы на море и побережье, а в тени деревьев приятно просто остановиться и выдохнуть. Остров Орхидей часто выбирают для неспешных прогулок и семейного отдыха. Одна из главных фишек острова – это животные. Здесь можно увидеть оленей, павлинов, страусов и других обитателей, которые свободно гуляют по территории. А самое необычное, здесь можно вблизи увидеть слона и даже погладить его. Это, конечно, тот момент, ради которого сюда многие приезжают. Кроме этого, на острове есть небольшие пляжи, смотровые площадки, кафе и зоны отдыха. В целом, остров Орхидей – это отличное место, чтобы сменить городской ритм Начанга на более спокойный. Не бойся, не бойся, да, брат. Я что? Нет, брат, не бойся. Брат. Брат. Не бойся, брат, да. Хорошо. Нет, брат, да, я что? А это стопку закидывает. Не бойся. Хорошо. Еще? Оп. Еще давай. Нет, брат. Прогуливаясь по экопарку, мы с Миро решили пострелять. С лука я ни разу не стрелял. Сейчас купили 8 стрел. Сначала он постреляет, потом я. Показывает, что 2 пальца. И пошел. Давай, Миро, меться.
О, ну хорошо полетела, молодец. С меня получился хороший стрелок. Из 4 стрел я попал в цель 3. Это просто на самом деле, если понять технику. Ну а сейчас мы подходим к стадиону, где будет забег гусей. Я поставил ставку на 2 гуся, на номер 2 и на номер 5. Это мои любимые номера и числа. И мы сейчас будем болеть за моих гусей. Надеюсь, они выиграют. Вот-вот начнется забег. Я поставил на Даффи номер 2 и на Диве номер 5. Надеюсь, мой выиграет. Какой номер? Какой номер это? Нет, по-моему, я проиграл. Как вы догадались, я проиграл. Выиграл гусь с номером 4. Это еще раз доказывает, что каперство — это зло. Нельзя заниматься ставками, ставить деньги на спорт, неважно на что. Это все херня. Ну а дальше по указателям мы решили двинуться в гору, посмотреть какой-то дикий водопад. Мирослав сразу отказался и решил нас ждать внизу. Мы еще не знали, что дорога туда будет тяжеловата, особенно при температуре воздуха выше 30 градусов. Фу, мы поднимаемся на водопад, который на самой верхушке горы этого острова. Уже идем минут 15, такой жесткий подъем. Но надеемся там подняться и освежиться немного. Фу, ну что тяжело что-то. Еще 35 жары. Так долго сюда шли, но зато какой кайф будет сейчас освежиться в этом водопадике. В итоге в этом горном болоте я не решился купаться, потому что я здесь зашел туда по колено. Но там столько живности, мне что-то стрёмно стало. Поэтому просто будем мочиться пока в водопаде. Никого нет, отлично. Дикая природа, красота. Все, что мы любим! Друзья, в общем и целом такой прикольный островок, экопарк. Он немного похож на остров, в котором мы были в Мексике. Тоже нас отвозили там. Прикольная природа вокруг, красота, горы, холмы, водопады. Сейчас перед самым отъездом, у нас осталось буквально 40 минут, мы решили немножко поплавать в этом прекрасном море-океане и уже отправляться на остров обезьян, Monkey Island, а потом уже двинем домой отдыхать. Не прошло и полчаса, как мы на нашем паромчике доплыли до второго острова. Вот еще туристы выгружаются. Этот остров называется Monkey Island, как вы видите. Сейчас нам дали всего здесь 1,5 часа на исследование острова. Надеюсь, китайцы, которые были перед нами, не распугали всех обезьянок. И мы с вами их увидим. Начинаем изучение острова.
Следующий остров в нашем путешествии – Monkey Island, или как его еще называют, остров обезьян. И это не просто название, здесь действительно живет большая популяция диких обезьян, которые свободно гуляют по всей территории острова. Интересно, что обезьяны на этом острове привыкли к людям и не прочь позировать для фото. Правда, будьте осторожны с вещами, они очень любопытны и могут у вас что-нибудь украсть. В интернете полно видео с такими моментами. Также можно купить за небольшую плату бананы и угощать животных. Но от потока туристов многие обезьяны уже сыты и с неохотой будут брать у вас еду. Сам остров небольшой, но здесь есть несколько уютных пляжей с белым песком и прозрачной водой. Идеальное место для снорклинга и отдыха на природе. Еще один забавный факт. Раньше остров использовался как место уединения для буддийских монахов, и до сих пор здесь можно найти небольшие святыни и пагоды, спрятанные среди джунглей. Под конец визита я случайно наткнулся на представление с обезьянами, где они катались на мотоциклах и плавали на перегонки в бассейне, где на них ставили ставки так же, как и на гусей с другого острова. Ну вот, подходит к концу наша однодневная экскурсия сегодня по островам двум. Мне понравилось вкратце. Ну, остров обезьян был не такой, конечно, интересный. Это не сравнить с Убудом, где мы были в Monkey Forest, где обезьян было намного больше, и там красивее джунгли были. Ну и так сойдет. В принципе, все было отлично. Сейчас устали, возвращаемся домой, плавать в море и спать, отдыхать в отель. И увидимся сразу завтра или на следующий день. Сегодня новый солнечный, прекрасный вьетнамский день, жаркий. И мы решили немного расслабиться сегодня и поехать в одно место. Минеральные термальные воды, называется iResort. Сейчас позавтракаем и сразу направляемся туда. Зашли мы в этот комплекс термальных вод Смиро. На входе заплатили там около 50 евро за четверых. В них входит еда, процедуры, какие-то грязевые ванны, травяные ванны. Получается очень дешево. 10 евро на ребенка, 15 на взрослого. Уже дают плавки кому надо, полотенчика, ящичек, куда можно сложить свои вещи. И сейчас мы идем изучать, что здесь есть. Следующей нашей остановкой стал комплекс Hot Mineral Spring iResort в Начанге. Это настоящая жемчужина для тех, кто хочет отдохнуть по полной. Это не просто горячие источники, а настоящий спа-комплекс с минеральной водой, которая наполнена полезными микроэлементами. Здесь расположена целая зона бассейнов с разной температурой, от комфортной теплой до очень горячей, а также расслабляющие джакузи, грязевые и травяные ванны. Все это очень помогает снять напряжение, улучшить кровообращение и расслабиться после бегания по островам. Помимо самих источников, на территории есть уютные зоны для отдыха, кафе и зеленые уголки, где можно просто расслабиться и забыть про все. Также есть аквапарк, который мы планируем посетить чуть позже. Там есть веселые горки, бассейны для всей семьи, так что скучно не будет ни детям, ни взрослым. Сделано тут очень все качественно, мне нравится. Такие водопадики, каскадные ванны,
плавать, бассейны для детей. Сейчас мы еще двинемся на грязевые ванны процедуру. Нас там будут обмазывать грязью. 20 минут надо будет лежать. Думаю, это прикольно очень будет. Мне понравится такое. Нравится. Выдвигаемся на грязевые ванны. Даже по-русски написано. Грязевые ванны. Интересно, как здесь это работает все. Так нам набирают нашу ванну, в которой мы пролежим 20 минут. Ты готова нырять? Нет. Такая чистая водичка. Как отходы в Индии. Канализация индийская. Погрузилась вся. По шею погрузись. Да. Ну а теперь я пойду, камеру я туда сувать не буду, а то потом камере придет хана. О, какая она горячая. Все, я чувствую себя поросенком в грязи. Лежим, кайфуем в грязевых ваннах. Надо бороду даже смазать мне. Может, лучше еще расти будет. Вот такой вайб грязевой. Главное, камеру не утопить здесь. После грязевых ванн я решил первый раз покупаться вот в этих источниках в бассейнах. Один там есть, один, и там вон третий, четвертый. И я туда сходу решил прыгнуть. И было такое ощущение, там вода настолько горячая, что как будто вот пельмешек, когда в кипяченую воду вы бросаете, насколько там, наверное, градусов 50 вода была. И я оттуда вылетел просто как ошпаренный. Туда, наверное, очень... Я даже попробовал потом медленно туда зайти. И все равно слишком что-то горячее. Я не понимаю, как там лежать. Вода как будто кипяток. Мы добрались до второй половины этого парка. Здесь уже как настоящий аквапарк. Горки разные. Купаться, развлечения, тоже водопад видим. Сейчас мы с Миро поднимемся наверх и протестируем вот эту длинную синюю горку для начала. Наверху здесь оказывается 3 горки. Первая на ковриках спускаться, вон огромная. Вторая на таких желтых кругах по трубе. А третья это без всего. Вот на нее мы и пойдем, потому что подушки мы никакие с собой, коврики не взяли. 2, 3, поехали! Горка просто жесть, ничего не видно, там в глаза бьет вода, больно даже глазами. Слишком быстро. Сейчас я буду кататься на этой горке без папы, потому что он слишком толстый, чтобы сюда пойти. О, поехали! В общем и целом, очень классное место, в котором мы отлично отдохнули и провели полдня. Однозначно рекомендую. Красиво здесь. Друзья, на этом первая серия выпуска о Начанге подходит к концу. Но не переживайте, уже совсем скоро выйдет вторая часть, и там будет еще больше красивых мест, впечатлений и неожиданных открытий. Так что не забывайте подписываться на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Пока!